Если вы ничего не слышали о Микки-17, то вы, наверное, живете за железным занавесом, ну или смотрите только фильмы с супергероями. Эта кинокартина провалилась в прокате и завершила карьерный взлет своего одиозного создателя. В американском сегменте интернета ее принято хаять и поругивать, что, конечно же, подстегнуло мой интерес. И сейчас я вам расскажу, что не так с этим фильмом. Здрасте, с вами я, лучшая в мире репетиторша по английскому, в которую никто не хочет заниматься ничем. И сегодня я вам буду обсуждать Микки-17, фильм от создателя Абдебонии, и, конечно же, незабываемых «Бедные и несчастные». Да, должна признать, режиссер Йоргос Лантимос нравится мне даже больше, чем Крис Коламбус, а отбросив каламбуры даже больше, чем Гильермо дель Торо. Начну с главного. Фильм хороший, и мне очень понравился. У него отличная режиссура и синематография, так что смотреть увлекательно и затягивает. Это научная фантастика, без примесей, ну, немножко притча. Актеры играют просто замечательно. И есть кого косплеить. Фильм довольно нервный и запоминается. Минусов у Микки-17 всего 2, но они очень портят впечатление. Первый минус – затянутость. Непонятно, почему режиссер так не любит котов и тянет их, и тянет, а они бедные. Ну, он оставил куски фильма, которые можно было просто показать вот одним кадром, и все будет понятно. Вот с статичной картинкой все будет понятно, но он почему-то оставил очень затянутые фрагменты. А второй минус, кроме затянутости а-ля 60-е, это манипулятивность. Терпеть я не могу. Из-за этого знаменитый диснеевский мультфильм «Планета сокровищ» мне не понравился в свое время. Ну, сейчас он мне, конечно, нравится, но на моментах с манипулятивностью просто противно становится. Ну, нельзя называть главного злодея Черно или Злодиусом Злеем, а героя Бело или там Принцем Доброславом. Это несерьезное отношение к аудитории. Многих это злит. Тут действует эльфийское правило, наслаивающееся 60%. Большинство зрителей хотят, вот эти 60%, хотят понятный, простой, знакомый сюжет со счастливым концом и ответами на все поставленные вопросы. Но также 60% хочет найти ответы самостоятельно, а не чтобы в финале режиссер вышел и как в басне зачитал мораль. Если бы Микки-17 гармонично сочетал сатирическую притчу и игровой фильм, то получился бы новый заводной апельсин. Но автор почему-то решил, что зрители умственно отсталые. Кстати, автор на самом деле не греческий Йоргос Лантимос, который сделал «Бедный и несчастный», а Бong Joon-ho, который сделал «Все и сразу и сейчас» и получил за него Оскар. Это был рейдж-бейт для синефилов, чтобы они комментариев наставили, как я заблуждаюсь и все такое. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайкни меня. Сделай это, лайкни. This is my last red cabbage. I love that. Сейчас я выделю основную проблему, а потом начну пояснять, отчего же так блядей корёж... В смысле, почему правочки-базовички так усердно поливают фильм говнецом?
Главная проблема в том, что повестки Микки-17 не стыкуются. Это левый традиционализм, даже левое ретроградство. Можете себе представить? Такой вид особо забористых извращений в духе правого прогрессизма. Для тех, кто не в курсе, выдаю базу. Технический прогресс в паре с социальным улучшает жизнь своих адептов, а потом их старые порядки отмирают за ненадобностью. Прогрессисты не сочетаются с традициями. Они заменяют прялки на станки, в результате чего культура домашней пряжи уходит в небытие под стоны и причитания традиционалистов. Можно понять, скажем, правых прогрессистов, которые пытаются продавать электропрялки с ИИ для слова. Левых ретроградов, призывающих отказаться от станков и жить в нудистской коммуне, я не пойму никогда. Ладно, летом пойму, но зимой это же чистое членовредительство. Выходит, левым не нравится посыл против прогресса, потому что это, пчелы против меда, а правым не нравится все остальное в этом фильме. И, казалось бы, то же самое было в «Заводном апельсине». Но Кубрик в 1971 году не давал ответов. Он в конце не устраивал свадьбу с тетечкой, как в каждом первом голливудском фильме. А тут у нас хитренький Пон Джун Хо решил усидеть на двух стульях и не усидел. О чем же Микки-17? В Соединенных Штатах Америки будущего правят христианские традиционалисты. Опять. Ничего не изменилось. Но они почему-то не лицемеры, как нынешние, а вот отбитые фанатики. Можете себе представить? И когда появляется технология клонирования с переносом сознания, то есть фактическое бессмертие, вместо того, чтобы сделать видоизмененный углерод реальностью, они просто запрещают технологию на Земле. Чтобы было удобно, создатель машины еще и тупой злодей. И поэтому множественное клонирование тоже запрещено, как в видоизмененном углероде. Кажется, Пон Джун Хо перепутал сеттинг. А впрочем, у меня есть варианты получше. Поняли, да? Нам показывают главную американку Камалу Харрис и Дональда Трампа, который в фильме 2 раза избирался, но так ни разу не избрался. Видимо, какой-то исторический реваншизм. И вот Трамп организовал религиозную колонию на другой планете. Но чтобы уберечь жизни колонистов, он убедил выдать колоническую машину. И на этом месте вы, наверное, подумали, раз он имеет доступ к машине клонирования, то устроит себе бессмертие и армию клонов, как все нормальные люди бы устроили. Но Пон Джун Хо отказывается играть по рациональным правилам. Нет, в его мире всюду невидимые розовые единороги. Я его не осуждаю. Человек с видением, никто бы другой так не сделал. Клонируют только одного человека, зато много раз. Микки. Над ним ставят нехорошие азиатские эксперименты и заставляют делать самую рискованную среднеазиатскую работу. При этом ученые и политики все сплошь злодеи, а единственные нормальные парни в белых шляпах — это... Угадайте, кто? Но если политики и ученые злодеи, кто же тогда хорошие и добрые? Может, учителя? Нет, это почти ученые, только не доучились. Может, какой-нибудь священник? Нет, это почти политик. Что ж тогда? Полицейские с дубинками, которые, знаете, забрало запотело. Вот эти вот. Самые добрые люди на свете, прям вот герои дня. Внезапно на этом месте американские леваки побросали в экран попкорном и вышли из зала.
устроили пикет, попытались отменить фильм, видимо, в Твиттерах. Главный герой Микки у нас образцовый Онежка в исполнении талантливого и горячего Роберта Паттинсона, который, кстати, не в моем вкусе, но он настолько харизматичный, что нормально. Видимо, так персонажа попытались, вот его нежеством попытались его уравнять. Потому что, несмотря на то, что он нюня, тряпка и куколд, все красавицы только его и вожделеют. Наверное, потому что Паттинсон. Теоретически можно было бы взять на роль кого-нибудь менее сасного, но сделать его не таким тряпкой и кукичем по сюжету. Но согласитесь, смотреть на ничтожество Паттинсона это так экзотично и возбуждает, что просто, как-то мимо такого пройти просто нельзя. В принципе, я их понимаю. Завести себе, этих красавиц, я поняла, с корабля, которые все только о нем и мечтают, завести себе ручного Паттинсона и откормить его персонаж от уровня, не знаю, Человека-паука, добрый тенец способностей, до уровня Бэтмена на пике карьеры. Это просто мечта зрительниц. Прям вот, да, понимаю, я бы тоже не отказалась, хоть кто-то бы ел мою выпечку. Но достается он самой матерой чернокожей амазонке. О, она полицай, боевая, атлетичная и крутая. Правда, дура дурой, но Микки справедливости ради тоже он это умом не блещет. Видимо, в детстве ему давали слишком много планшета с ТикТоком, и он так и сформировался. Он свою жонку, эту богиню плодородия и войны, просто боготворит. Умывает, одевает, пылинки сдувает. Она вся такая сильная, независимая доминатрикс. Правда, она его на самом деле не доминирует, она наоборот о нем заботится. Что логично, когда перед тобой не Паттинсон, как еще можно. Но это вместе провоки побросали попкорн в экран и вышли из зала требовать вернуть деньги за билеты и, возможно, снять свою версию, где он будет в исполнении, я не знаю, цифрового Шварценеггера ИИ со здоровенной палкой в штанах, собственно, как у настоящего Шварценеггера. Если кто не верит, посмотрите «Терминатор 2», там есть вырезанные моменты, где он совсем все видно. Девушки вокруг будут бегать такие мини-бикини, спасите нас, а он: сейчас я вас силой капитализма спасу, как-то так это будет выглядеть, не знаю. Но мне кажется, Микки 17 для провоков уже был, это был Зардас, просто посмотрите его еще раз. Может быть, поймете себе что-нибудь новенькое. Да. В общем, не понравилось им, что он Онежка, а жонка у него супер баба. Их это обидело, видимо. И я не замечала до последнего. Правда, сюжет настолько хорошо сделан, все так интегрировано синематографично, что вообще об этом не думаешь. Потому что там есть, поважнее события, чем анализировать их личную жизнь. По крайней мере, для меня. Но потом, когда фильм закончился, я начала думать, что же он так мне не понравился. И только после анализа уже стало понятно, что к чему. Вот, я пришла к этой мысли и рассказала ее вам. Извините, все, я отвлекаюсь. Ладно, хорошо, отвлекусь. Я не считаю, что кто-то вправе мне диктовать, что, мол, мои традиции плохие, а их хорошие. По этой же причине я не считаю, что кто-то вправе диктовать мужчинам, что они обязаны из себя представлять. Что они должны чувствовать, каким стереотипам соответствовать. Если они получают удовольствие от побегушек за богиней войны и плодородия, за этой чернокожей Фрей или Иштар, пышнотелой амазонской мамочкой, если они хотят быть ее маленькими сосунками,
и каблучатыми. Ну почему нет, если им это нравится? Кто должен быть против, блин, и почему? Не я. Может быть, вы пишите в комментариях. Уже когда фильм закончился, пришлось все это проанализировать, чтобы вам тут рассказать. Пока вы будете это смотреть, вот если бы я вам не сказала, вы бы, может, даже не заметили. Серьезно. Все персонажи, я хочу напомнить, в разной степени верующие американские криптохристиане. Причем криптоевангелисты, видимо. К сюжету. Вернемся к сюжету. Вы запомнили, что они там все как бы, одной идеологии на самом деле, там такой, веры. Об этом сильно не говорят, но это очень заметно. Потом Микки номер 17 по сюжету. Вот, так это вам была как бы предыстория. Он попадает к местным инопланетянам, которые оказываются добрыми и хорошими дикарями, благородными, и спасают его. Оригинально. Очень, ни разу такого нет. Извините. Пока Микки у них в гостях курит трубку мира, на базе колонистов его уже клонировали в Микки 18. И чтобы было как удобно, перепутали шланги с памятью. И он 18-й получился не Омешкой Вирджином, соевым куколдом, а настоящим альфачом гигачадом, как там его, клавикером или клавигундером. Ну вы поняли, о ком я, такой Люкс Максим. И по совместительству у него мания убийства. Впрочем, мне трудно его винить. Он же жертва на самом деле. А если ты жертва, то тебе все можно. Чем заканчивается такая история, догадаться несложно. Вы уже, наверное, заранее прочитали сюжет. Если нет, продолжаем. Трам попытается злодейски истребить всех местных индейцев. Кто мог подумать. Наши герои его победят. Ой, надо же, как неожиданно. Причем благодаря помощи добрых и хороших полицейских, что, наверное, единственный внезапный поворот за весь фильм. Серьезно, вот этого никто не ожидал. И лучше бы уж чечетку танцевали. А в конце сыграют свадьбу и взорвут колоническую машину. Приятно. Вот представьте аналогию. Такой фильм, который снимала бы Эти. Ладно, хорошо. Для детей бы снимала. Вот такой. На дворе 1950 год. Корабль религиозных колонистов идет в условную Гренландию. Нет, Аляску. Кстати, Аляска в эти годы, в 59-м, кажется, только присоединилась к США. И в 50 каком-то. Вот. И они идут в Аляску устраивать там колонию новую. Но все пассажиры отказываются пользоваться недавно открытыми антибиотиками, ибо это происки сатаны. Одного единственного Микки разрешают лечить пенициллином и зеленкой, потому что он один делает всю самую травмоопасную работу и постоянно то порежется, то занозится, то простудится, то задиареется. Он бы просто не выжил, если бы его так лечили. И вдобавок это спасает всех остальных колонистов, потому что они эту работу тогда не делают и выживают. И когда они, наконец, приплывают на Аляску в свою новую колонию, Микки празднует свадьбу и сжигает оставшийся запас лекарства во имя Христа. Аналогия абсолютная. И все это подается как ответ на вопросы, поставленные прогрессом. Назад в леса, в общем, как всегда. So 1980s. Мне кажется, Микки 17 это апофеоз ницшеанской мысли, если вы понимаете, о чем я. И фильм сам по себе увлекательный, если перемотать пару-тройку раз. Но в отличие от «Все и сразу и сейчас», которую, честно говоря, мне тоже хотелось пару раз перемотать, но там все настолько стремительно бурлило, что в этом не было смысла. Просто помирить маму с дочкой как там уже недостаточно. Возможно, потому что ситуация слишком
жизненные. И не знаю даже, как это вообще адекватно такое говорить для научной фантастики с машиной для клонирования. Ну, просто социальная логика слишком прослеживается. Во всю и сразу и сейчас там была семья. Внутри семьи всегда свои черти, мало ли чего они там. Кто такая Эдит Финч и почему она поубивала всех своих детей и внуков и свалила это на обстоятельства, подстраивая несчастный случай. Понимаете, вот, мало ли какая семья там, чего они там себе надумывали. Но когда показывают социум, причем с отсылками, причем, весьма реалистичный, то, в общем, слишком жизненная ситуация, мы не верим в логику драматической конструкции. Бо Джун Хо лучше бы не лез в американскую тему, серьезно. Снимал бы про Южную Корею, все были бы довольны. На этом видео закончилось, но я еще от себя добавлю, что там есть моменты, когда у нашей чернокожей амазонки истерика, она устраивает выговор Трампу на глазах у всех его прислужников и приспешников зла. И она ему где-то минуту истерит о том, какой он плохой, нехороший, и как надо быть из ЖВ. На этот момент мне так кринжануло, я перематывала, а она все никак не заткнется. Я перематывала, она не заткнется. Наконец Дональд Трамп, ей кляп в рот вставил. И в этот момент я прям это была моя Red Pill. Я начала даже болеть за него. Думаю, мужик, да. This is delicious! Yes! В общем, да, извините. Ой, на работу надо. Все, я побежала.